Всем привет! У меня есть подруга, и она очень любит шить. Она собралась серьезно этим заняться и даже уже сшила мне одно платье. Поэтому я решила поддержать ее начинание и сделать для нее рабочий стол. Как обычно, я начинаю все проекты с проектирования, и мы с ней вместе сделали стол функциональным и удобным под ее требования. Я выбрала фанеру, потому что с ней просто работать и ее легко купить. Честно говоря, я не делала заранее раскрой фанеры, и поэтому заказала 5 листов 15 фанеры с запасом. Так как фанера всегда нужна в мастерской, ничего страшного, если она останется. И, кстати, если вам понравится стол, и вы захотите себе или для кого-нибудь такой же сделать, чертежи будут в описании под видео. Я начну с изготовления столешницы. В моем проекте столешница — это самая важная часть проекта, поэтому я начну именно с нее, так как от нее зависят все остальные размеры. Я старалась распилить фанеру ровно пополам, но, как я и предполагала, не так все гладко получилось, и получился перепад где-то в 1,5 мм. Поэтому именно сейчас я померяю размер будущей столешницы и под нее немножко откорректирую проект, чтобы все было четко-четко.
закончила первый этап работ. Все эти работы по сборке ящиков, тумб и склейки столешницы у меня заняли примерно 2 дня. И это конец первой части видео. А во второй части видео я буду монтировать ящики на направляющие, крепить колесики, крепить дверцу к тумбам. Что самое интересное для меня, я буду учиться приклеивать шпон на поверхность фанеры. И, конечно, самая приятная часть — это финальная сборка и покрытие всего отделочными материалами. Так что не забудьте посмотреть вторую часть видео. А на сегодня всем пока!